Я хочу рассказать вам о таком порядке, который вы точно еще никогда не наводили у себя дома. Как приятно зайти в только что убранное помещение, где вытерта пыль, пропылесошены ковры, вымыты полы, сложены в определенном и удобном для вас порядке вещи, книжки, подушки, игрушки, чашки, ложки, посуда, одежда, обувь, предметы обихода, расставлена по местам мелкая бытовая техника, цветы на окнах, стулья в кухне. Каждый человек хотя бы раз в своей жизни получал такое наслаждение. Нахождение и созерцание только что убранного пространства своего или чужого жилища. И можно сказать однозначно, есть что-то волшебное в этой упорядоченной чистоте. Предлагаю вам взглянуть на помещение с точки зрения ученых, которые решили измерить показатели пространства внутри, используя датчик спутника, прибор газоразрядной визуализации Короткова. Практически в любом доме, квартире или офисе, находящемся в черте города, результаты были негармоничными. Один из них вы видите сейчас на своем экране. Все пространство любого современного города можно рассматривать как искусственно созданную геопатогенную зону. Электромагнитное излучение, линии электропередач, трансформаторные станции, теле- и радиопередающие устройства, сети мобильной и спутниковой связи и прочее, а в быту компьютеры, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны, холодильники, свечи-печи и другие электронные приборы днем и ночью, окружающие человека, выстраивают в пространстве его обитания хаотичную, негармоничную, невидимую глазу, но ощущаемую телом геопатогенную сеть, которая просаживает энергетику человека, нарушает целостность, снижает работоспособность, стрессоустойчивость, качество сна, способствует отсутствию гармоничного взаимодействия с другими людьми и окружающей средой ввиду огромного количества помехообразующих факторов в пространстве. Всех негативных последствий жизни в такой хаотичной среде тут просто не перечислить. Предлагаю знакомиться с результатами исследований человека с помощью камеры газоразрядной визуализации Короткова, работающей на эффекте Кирлиана. Приблизительно схожие кирлианограммы будут иметь большинство современных людей, живущих в черте городов и проводящих большинство своего времени в замкнутых пространствах офисов, квартир, торговых центров и так далее. Характеристики измерения. Голубой цвет – это интенсивное свечение, синий – средняя яркость, красный и желтый – слабое излучение. Здесь мы видим, что характер излучения неоднороден, а в некоторых местах ярко выражена зона отсутствия какого-либо свечения вообще. Такой результат говорит о том, что у человека нарушена целостность, ведь структуры его энергетических оболочек нарушены, а значит, его энергетика и его состояние оставляют желать лучшего, и как вывод, окружающая среда действует на человека негармонично. А вот кирлианограмма того же самого человека, но спустя 2 часа нахождения в помещении с упорядоченной структурой пространства. Мы видим существенное улучшение свечения человека, что важно восстановление целостности структуры его энергетических оболочек. Таким образом, данное исследование наглядно показывает, что пространство имеет огромное, а возможно, одно из первостепенных значений. Какими же характеристиками обладало то помещение, в котором находился человек, улучшенные показатели кирлианограммы которого мы только что рассмотрели? Ранее мы с вами уже познакомились с хаотичным пространством, исследованным с помощью датчика спутника прибора газоразрядной визуализации. К этому помещению была применена разработанная учеными технология структурирования пространства, в результате чего видно уменьшение неоднородности, повышение структурной порядочности, что уменьшает влияние различных помехообразующих факторов на человека, находящегося в этом помещении, причем независимо от природы и происхождения таких факторов. И это мы наглядно увидели на последней кирлианограмме. Происходит согласование всех структур, находящихся в пространстве, и образуется новый структурный порядок с большей мерностью, что благоприятно сказывается не просто на жизнедеятельности, жизнеспособности человека, но и на количестве различных положительных моментов,
Ведь целостность энергетических оболочек имеет целый спектр самых разнообразных факторов и отвечает за многие характеристики структуры человека, за его здоровье, как физическое, так и психическое, за взаимодействие с самим собой, другими людьми и окружающей средой. И взаимодействие становится многомернее и гармоничнее за счет увеличения светимости самого человека. И нам это всем очень понятно. Ведь, к примеру, со здоровым человеком всегда легче и интереснее общаться, нежели с любым, кто находится в негармоничном состоянии, болеющим взрослым или капризничающим по какой-то причине ребенком. А примененной к помещению технологии вы можете узнать из обучающего курса «Гармония окружающего пространства» и с легкостью, выполнив практическую часть, получить свои, но безусловно положительные результаты. Ссылку на сайт курса вы можете найти в описании к этому ролику. Наведите новый порядок в своем доме. Это очень важно. Подарите себе и своим близким упорядоченную структуру пространства. Ведь, как показали освещенные мной исследования, это способствует улучшению вашего самочувствия и повышению вашей энергетики, что однозначно привнесет в вашу жизнь больше позитивных моментов. И, наведя однажды такой порядок, вам он действительно понравится. Всего доброго!